Работаем на дюфоре. Здесь сейчас человек пытался октопуса поймать, но не поймал. Но вот рыбки тут жирненькие, надо приходить, более жирные, чем у нас. Вот. Открутил вот эту утку. Понял, почему она плохо держала. Тут один болт короткий, надо удлинять, и не было гайки. Подозреваю, что на том такая же история. Ну и теперь вот здесь вот там что-то отломилось, это надо клеить. Сейчас на это место будет специальный такой капорчик ставиться, такое насадочка, накладочка, чтобы здесь стоял прибор навигационный. Я уже проверил, подключил, он работает. Но здесь были как-то шкоты, неправильно шли. В общем, я еще не до конца там его организовал. Может быть, еще придется блок добавить. Этот шкот оттяжки гика. Ну, короче, в общем, он шел прям через вот эту крышку. У нас вот здесь должно быть крепление. То есть он бы мешался. Ну, в общем, я сначала поставлю крепление, то буду думать, как его кругаля пустить этот шкот. Там какой-то шкот не могу развязать. Намочил в пресной воде. Сейчас может развяжется. Ранее сделанная зарядка работает. Индикация танка работает. В общем, все работает. Но у нас в очередной раз сломался туалет. На последнем походе Надя перестала откачивать. То есть воду туда закачивает. Я на всякий случай, у меня был ремкомплект. Я поменял всю вот эту часть. Тут еще там внутри манжетки. Ну вот сейчас их проверил. Вроде они все хорошие. Запчасть, она в принципе продается отдельно. Она вот вся тут заиндивела. Я не знаю, как она вообще работала. Ну, короче, вот я сейчас ее поменял. Вот так вот лодки вся, смотри, какая подпитанная. Да, за несколько лет превращаются в такую грязненькую заброшенную помоечку. Кранцы лопнули давно, никто здесь, видно, забил. Хорошо, что тут резиновая это как бы окантовочка у причала. Вот, вся обросшая. Здесь куча, видите, всяких паутинки. Это все по-хорошему надо вышлифовывать, выкрашивать. Ну, если приводить в идеальный вид. Не знаю, что там еще внутри у нее, там с движком, со всеми делами. Но вот корпус тоже, скорее всего, это все въелось. Но это все чистится. Это все чистится. Но работы много с этой лодкой. То есть вот так вот можно купить здесь лодку какую-нибудь заброшенную, которой давно никто не пользовался. Но надо оценивать, что привести ее в порядок будет стоить там, ну не знаю, не 1000 евро, если взять все работы. То есть, может быть, только по покраске, подъему там и всего там в 1000 можно уложиться, может и меньше на такую маленькую лодочку. То что там внутри, ну если нам ее дадут в работу, то как раз я потом сниму репортаж. Что же все-таки, какие варианты, что тут с ней было не так. И что можно сделать, и сколько это стоило. Мощная система, пескоструйная машина. Кому надо днище ободрать до основания и содрать весь осмос. Вот есть такая бандура. Очень интересная лодка. Первый раз я такую вижу. Петра старенькая, как наша примерно. Но у нее 2 киля. Это incredible. I never seen it before. А при этом, да, вот у нее 2 киля, они небольшие, но вот такие по краям. У нее есть подрулька, и у нее такой большой бушприт. То есть очень неожиданное решение. Лодочка с радаром морская. Вот такая. И вот с этой стороны у нее достаточно большое перо руля. Штурвал я вижу внутри, не румпель, нифига. Она такая вся пузатенькая. У нее застекленный кокпит. В общем-то, лодочка вполне себе морская. Значит, заказик у нас в другом порту работа. Порто-Колон. Доставили сюда наше оборудование мощное. И это оборудование доставлено вот рядом с красивой лодочкой, которая это для того, чтобы пескоструить вот эту лодку. Первый раз я такую штуку увидел. Винт, который крутится. А вот он вот так раз занял такую позицию. В обратную сторону он раз и вот так вот. Интересно. Вот
Кранчик подъехал, поднимают красотку. Меня повезут, выровняет. Потихонечку такая. Начальник порта тут пришел смотреть, как тут происходит. Вот это в белой майке начальник порта. Доминго. Опа, там что-то они задевают. Нормально. Прям все, поехала дальше. На воду. Лодка готова. Ну все, нам место освободили под пескоструйку. Ну, в общем, как-то с Божьей помощью ее опустили. У нас тут раздуло, и ребята пытаются, у них раскрутила часть паруса с такселя джипа. Они пытаются сейчас замотать. Но это у них получилось. Молодцы. Но непростая задача. Там его болтало, шалтало тут. Нормально. У них нижняя шкатурина так низко выходит. Вроде не справились их там.